Друзья, всем привет! Лето продолжается, мы продолжаем наш дачный сезон, а это самое время для бассейна. И сегодня я вам хочу рассказать, как мы сделали себе новую печь, чтобы греть бассейн. Погнали! Итак, начнем с того, что у нас за бассейн. Напомню, это бассейн Intex на 6 кубов. Его размер 366 на 76. Стоит все это дело у нас на ровной площадке, на которой специально положена подложка из пеноплекса. Конечно же, работает скиммер. Эта штука фактически незаменима, чтобы бассейн был чистый, потому что весь мусор сверху сгребается именно в него. И фильтруется двухкубовым Best Way. О всех этих фишках я подробно рассказывал. Все это можно посмотреть вот в этом плейлисте по ссылочке. Будет очень полезно, если вы хотите поставить себе бассейн. И также фильтр у нас запитан через розеточку с таймером. Он сам периодически включается и выключается в заданное время. Поэтому бассейн фильтруется даже тогда, когда нас нет с ним рядом. Ранее я уже рассказывал, как мы делали себе мега-печку для бассейна. Это была кусок бочки, сверху автомобильный радиатор. И наш фильтр-насос через него проталкивал воду. Такая конструкция отработала 3 года. Куча народа мне писали в комментариях к предыдущему видео, что радиатор сразу прогорит. Однако 3 года с ним не случилось абсолютно ничего. Но минусы у этой конструкции все-таки есть и довольно существенные. Ну, по эффективности вроде норм, но опять же очень сильно душится насос. При этом очень много дыма. Дым летит во все стороны, соответственно, вместе с ним уходит тепло. Соответственно, это тепло можно было бы пустить в радиатор тоже, и было бы лучше. Поэтому делаем печку второй версии. Итак, что нам для этого понадобится? Конечно же, наш старый радиатор. Он продолжит нам служить. К этому мы купили еще и второй радиатор на разборке. Буквально за сущие копейки, за 20 белорусских рублей. Он, конечно же, битый, но это ничего страшного. Также мы приобретаем 200-литровую бочку с крышкой, которая закрывается на кольцо. Это очень поможет нам в конструкции в дальнейшем. Будет очень удобно ее открывать, закрывать и обслуживать. И также нам понадобится еще либо крышка, либо часть другой бочки. Из нее мы будем делать дно для зольника. Что же касается нового купленного автомобильного радиатора. Как я уже сказал, он не новый. Все это дело покупалось на разборке за копейки. То есть заходим и просим любой радиатор, который шире 60 сантиметров. Почему 60? Да потому что бочка 60. Пускаем через него воду через шланг и видим, что из него струятся маленькие струйки. Это просто дырочки в сотах. Берем плоскогубцы, нацеливаемся и в дальнейшем просто обжимаем эти дырочки. После этого радиатор течь не будет. Я реально с десяток дырок таких заткнул в этом радиаторе. И работает он окей. Сильного давления в системе не будет, там нет нескольких атмосфер, как в автомобиле. Поэтому эти дырки обратно не разожмет и вода в печь литься не будет. Поэтому просто обжать их вполне достаточно. Главное, чтобы вокруг не было никаких пластиковых элементов. Чтобы они все были по бокам. Иначе все это дело в печке просто сгорит. Дальше делаем в печке дверцы. Раньше у нас были просто снизу отверстия, чтобы туда проходил воздух и сгорал. А теперь мы будем делать именно дверцы. Дверцу для поддувала и дверцу для основной топки. Просто вырезаем прямоугольничек болгаркой, все это дело крепим на петлю и делаем крючок из пару кусков жести. Из заготовленной ранее крышки делаем вот такое вот дно. По схеме, как и для поддувала, делаем точно такую же дверцу, вырезаем прямоугольник, вешаем ее на 2 металлические петли, делаем крючочек, чтобы все это дело закрывалось, зажималось. И между поддувалом и основной камерой сгорания ставим это дно с дырочками, предварительно положив вовнутрь несколько кирпичей печных, чтобы они просто не сгорели. Дно на них лежит, воздух проходит снизу вверх, дрова эффективно сгорают, все будет отлично гореть.
Дальше вымеряем под радиаторы отверстия и выпиливаем их вертикально. В нашем случае два радиатора теперь будут стоять вертикально и обдуваться пламенем сразу с двух сторон. Задвигаем вовнутрь радиаторы чуть ниже 2 сантиметров от верха, чтобы сверху хорошо закрылась крышка. И соединяем их между собой вот такой вот трубкой. В данном случае это на самом деле кабель-канал 25 мм. Этого вполне будет достаточно, он тоже не сгорает, пока через него циркулирует вода. Да и сам радиатор тоже не сгорает, пока через него циркулирует вода. Циркуляцию во время горения останавливать нельзя. А через шланги подключаем все это дело к нашему фильтр-насосу. Он будет в них толкать воду. Вода будет проходить через первый радиатор, переходить во второй и уходить в бассейн. А из крышки для бочки и жестяной трубы от ливневки делаем трубу. Собираем все это дело в кучу, зажимаем на кольцо, и получается вот такая вот печь. Дальше начинаем ходовые испытания. Запаливаем нашу печку и делаем первые замеры. Интересно, что же по факту получается. А получается вот что. Вода в бассейне на данный момент всего лишь 23-24 градуса. А на выходе мы имеем 41. И, как видите, эффективность очень даже хорошая. При этом поддувало открыто, воздух свободно поступает в печь, и дрова внутри очень даже хорошо горят. Палим здесь все подряд, какие-то доски гнилые, валяющиеся на участке и так далее. В общем, всякий мусор. При этом, напомню, радиаторы не прогорают, пока по ним циркулирует вода, они чувствуют себя хорошо. Но в дальнейшем был выявлен косяк. Первый радиатор нормально, а второй начинал достаточно сильно греться и постреливать, то есть вода в нем начала кипеть. Это было даже видно по впуску воды в бассейн, она переходила уже вместе с пузырями. Значит, что внутри идет кипение, а это нехорошо. Проблема была решена следующим образом. Радиатор просто был взят и перевернут. Теперь вода в него поступает снизу, а выходит сверху, тем самым он заполняется полностью. А до этого она в него заходила сверху, протекала наполовину и сразу уходила вниз. Поэтому было кипение. После переворота все стало работать отлично. И эффективность поднялась сразу. На входе у нас примерно плюс 23-24, на выходе плюс 46. Как видите, разница больше, чем в 20 градусов. При этом фильтр-насос хоть у нас и двухкубовый, но прокачивая через два радиатора, эффективность падает реально до куба. Когда дрова более-менее в печке прогорают, как видим, дымища, как от предыдущей бочки, от нее нету. И это очень приятно, потому что до этого, пока грели бассейн, весь участок весь день реально был в дыму. Ну и вот итог первого дня. Примерно с 23-24 градусов за 4-5 часов мы подняли бассейн до 30-ки. Отличная температура воды, чтобы в ней поплескались дети. Да и взрослые тоже не против. Однако на этом мы не остановились. На следующий день я поехал в магазин и купил вот такой вот циркуляционный насос Gilix 25×60. Один из самых дешевых в магазине был, тоже куплен там за недорого, примерно за 70 белорусских рублей. И его мы пустим в систему обогрева вместо нашего фильтр-насоса. Монтируем его туда же, где и стоит наш фильтр-насос. Теперь все это дело у нас будет стоять в одной куче. Ставим его обязательно ниже уровня воды, чтобы вода в него заходила самотеком. Он трехпозиционный, на 3 разные мощности, пропускной способностью на 4 куба. Здесь же у нас предусмотрена и вторая розеточка. Для чего вообще нужен этот циркуляционный насос? Потому что стоит он недорого, и если он сломается, ну и ладно. А фильтр-насос Bestway нынче стоит достаточно больших денег, примерно $300, и его откровенно жалко.
При этом через радиаторы насос откровенно душится, и он просто не чистит бассейн. Выход воды я организовал через сливной клапан бассейна. Вот так вот у нас заходит 3/4 резиновый шланг, переходит в ПНД-трубу, на которой стоит краник. В дальнейшем трубка у нас обходит вокруг нашего фильтр-насоса и переходит в циркуляционный насос. А циркуляционный насос, в свою очередь, проталкивает воду дальше на улицу. Здесь у нас опять же стоит краник, чтобы перекрывать, если что, воду. И на быстросъемнике вход в печку. Дальше этот шланг у нас идет непосредственно в печку. Вода заходит в первый радиатор, прогревается в нем, выходит из него, переходит во второй радиатор, еще больше прогревается в нем и уже выходит непосредственно обратно. А на обратке у нас стоит вот такой вот, опять же, спаянный из ПНД труб Г-образный гусачок. Его мы просто берем и вешаем на бассейн. В любой момент это можно убрать, перевесить в другое место и так далее. С одной стороны быстросъемник, с другой такая гэшка. Снял, убрал, когда не надо. Удобно? Стало интересно посчитать, какую же тепловую мощность производит данная установка. Экспериментальным методом было замерено, что наш насос прокачивает через данную систему 1 кубометр воды в час. А получается у нас вода на входе 21, вода на выходе 41. Итого 41 минус 21 разница в 20 мы умножаем на объем воды в 1 кубометр и делим на 1000. Тем самым получаем 0,2 гигакалории тепла. Умножим на коэффициент 1,16 и умножим на 1000. Итого получается 23 киловатта. Неплохо, правда ли? Интересно, есть фирменные интексовские нагреватели на 3 киловатта. Способны ли они тогда вообще прогреть бассейн в принципе, если здесь 23 киловатта? И чтобы прогреть 6 тонн воды, нам требуется примерно 5 часов, чтобы поднять на 10 градусов воду. А там всего 3. Если у вас есть такая дорогостоящая штука, расскажите в комментариях, как же она работает. Реально интересно. Вот так вот мы заморочились. Получился классный котел, который греет нам воду в бассейне. И достаточно быстро. Поэтому теперь у нас, даже в пасмурные дни, отличная теплая вода. 30 градусов. Дети купаются на ура, да и взрослые тоже не против. На этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!